Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, как всегда, помните, на канале инструменты в помощь вам, но никто за вас сделать ничего не может. Только вы можете изменить свою жизнь. И для этого не нужно много усилий. Для этого надо взять под контроль свои мысли. И тогда вы возьмете под контроль свою жизнь. Ну что, прогноз на неделю, как и каждую неделю, стихия Земля, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. И не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, акцендент влияет на ваше восприятие и, соответственно, влияет на вашу жизнь. Поэтому я всегда говорю, смотрите ваш акцендент и ваш знак зодиака. Ну а также в конце видео, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Иногда эти карты дают дополнительные советы. Ну что, сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. И чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, Господь, космос. Называйте так, как вам больше нравится, то, во что вы верите. Ну и как нам всем известно, когда мы улыбаемся тогда, когда нам хорошо. Значит, Вселенная будет притягивать вам еще больше событий и ситуаций, в которых вы будете улыбаться, и вам будет хорошо. Ну что, мои дорогие, все, готовы? Тельцы, смотрим. Мои дорогие тельцы, очень хорошая неделя для того, чтобы заняться собой любимым или собой любимой. Неделю у вас будет такая возможность. Вот тут я бы сказала, особенно для девочек, посетите спа, посетите салон, сделайте себе аппоинтмент на массаж. Вот неделя будет располагать к этому. Для мальчиков могу сказать, что ближайшая неделя у вас как раз будет немножко больше работы, чем обычно. Ну, по той простой причине, что вам надо будет заканчивать что-то, надо будет какой-то предоставить результат, и для этого вам надо будет немножко быстрее действовать, чем вы к этому привыкли. Но я не могу сказать, что тельцы медленные, нет, но тут будет именно завершение какого-то проекта, на который вам придется потратить больше времени, чем вы рассчитывали. К концу недели прекрасный результат для всех, прекрасное здоровье у всех. Для тех, у кого есть на сегодняшний день какие-то заболевания, возможно полное выздоровление. Смотрите, я иногда получаю сообщения, от людей, у которых действительно или очень тяжелые хронические заболевания, или тяжелые заболевания. Вы поймите, я не врач, я диагноз не ставлю и не отменяю. Лечение я не назначаю и не отменяю. Я не могу, к сожалению, к моему глубокому сожалению, я вылечить не могу. Я чувствую энергию, и я ее озвучиваю. Но особенно люди, у которых есть какие-то заболевания, уровень энергии у них
низкий, поэтому я не всегда ощущаю их энергию. Простите меня, пожалуйста. Поэтому но я всегда говорю, вот то, что я сказала выше, плюс на канале есть несколько мощных практик на оздоровление. И даже если нет возможности, уже исходя из того, что происходит сегодня, полностью вылечиться, есть возможность качественно улучшить свою жизнь при помощи того, что вы будете слушать практики и настрои с канала. Ни в коем случае не отменяю лечение, нет. Просто лечение – это одно, а вот ваш внутренний настрой, он может помочь качественно улучшить вашу жизнь. Подумайте об этом, выбор-то все равно ваш. Девы, смотрим ближайшую неделю. Ну, вам я могу сказать, что в ближайшую неделю будете подчищать все нерешенные прошлые задачи. В ближайшую неделю очень хорошо решать легальные вопросы, они будут решаться легко и быстро, ну а также вопросы, связанные с прошлыми событиями, которые до сегодняшнего дня вас волнуют. Их надо решить, закрыть гештальт, как говорится в психологии, и двигаться дальше. Просто у вас, мои дорогие девы, в ближайшую неделю, прежде чем идти дальше очищенными, чистенькими и счастливыми, надо зачистить нерешенные ситуации из прошлого. Придется действовать. Я вам хочу сказать, что вас ситуации будут к этому даже подталкивать, потому что это суд. Суд – это старший аркан – это карты помощи Вселенной, поэтому могу сказать, что к решению всех этих задач вас будут подталкивать ситуации и, можно сказать, высшие силы, Вселенная, Господь. Опять я же говорю, называйте то, во что вы верите. Кстати, это уже второй старший аркан. У тельцов это старший аркан Императрица. Могу сказать, что вы в ближайшую неделю под звездами Вселенной. А Вселенная будет всеми силами вам помогать. Главное ваш посыл. Ну и козероги, давайте же посмотрим, что же у козерогов. Совет для козерогов в ближайшую неделю. У козерогов, я хочу сказать, драма. Будут встречи с людьми, с которыми было расставание. Не обязательно это бывшие мужья, бывшие жены, бывшие возлюбленные. Это могут быть люди, с которыми вы давно не общались, и в прошлом вы не совсем приятно расстались с этими людьми, были какие-то нерешенные задачи, были какие-то нерешенные вопросы, и могли быть даже недопонимания, скандалы. Вот это можно все говорить по нарастающей и долго. Появится такой человек, скорее всего, это мужчина, хотя вот из того, что я вижу по энергетике, могу сказать, это может быть и женщина, но очень резкая женщина. И идут они, могу сказать, что вот идут они не с войной и не с миром, вот как-то индифферентно идут эти люди, насколько я это ощущаю. Ну и, конечно, выбор ваш. Человек, скорее всего, позвонит или напишет, и вот встречаться, не встречаться, разговаривать, не разговаривать, тут решаете только вы. Если вам надо закрыть
какое-то прошлую какую-то ситуацию, то да, можно встретиться, обменяться мнениями, чтобы эта ситуация была закрыта, потому что для некоторых из вас у вас будет встреча с вашим прошлым, не человеком, а именно ситуации, в которых вам будет казаться, что вы в них уже были. А почему? И опять же, если это хорошие ситуации, то здорово, вы даже не обратите внимания, может быть, только вдвойне обрадуетесь. А вот если ситуации будут не совсем хорошие, вы будете пытаться думать, когда же я еще был в такой ситуации. И вот тут то, о чем я говорила уже 2 секунды назад, что надо именно отпустить. И не важно, что человек вам сделал, и не важно, как человек себя повел. Оставьте его или ее карму для них. То, что они сделали, и как я всегда говорю, что излучаем, то и получаем. Вот то, как они поступили с вами, если вы считаете, что это было неправильно, вот так в определенный момент и ответит им Вселенная. У них тоже будет вот это дежавю. Зачем оно вам? А вот если вы виноваты перед кем-то, и тоже у вас похожие ситуации, тогда вы или просите прощения у человека в реалии, по телефону, в сообщении, или просто сами просите у человека прощения. На энергетическом уровне мы все связаны, поэтому у человека тоже будет облегчение, может уйти неожиданно обида. Просите прощения и убираете эту ситуацию, чтобы она ушла в никуда. И, соответственно, идете дальше по жизни. Подумайте об этом. Ну и совет общий для стихии Земля. Ну, а общий совет, мои дорогие, не травмируйте себя. Не позволяйте себе поддаваться стрессу и углубляться в стресс. Любые ситуации могут быть разрешены без того, чтобы вогнать себя в стресс и создавать себе травму. Какие бы ситуации ни встали на вашем пути, вы должны понимать. Вы знаете, как я делаю? Я вам дам один еще инструмент. Бывают ситуации, которые кажутся очень неприятные, очень нехорошие. И тут для того, чтобы вот найти что-то позитивное в этой ситуации, я всегда думаю, а что же самое страшное? Вот самое страшное, что может произойти. Мне надо будет заплатить, например, за что-то, мне надо будет уйти, мне надо будет то. Все. И я понимаю, что земля не разверзнется, меня не убьют туда. Вот так. Мы сейчас не говорим о других. Вот я же говорю, я услышала кого-то. Ну, тут, мои дорогие, надо в полицию звонить, если вы боитесь, что вас убьют. Простите, пожалуйста. Это кто-то из вас подумал. Вот, поэтому я понимаю, ну так что? Ну сказал, ну не сказал, ну пойду, ну не пойду, ну помогут, ну не помогут. От этого глобального ничего не произойдет. Зачем же? И плюс я сегодня могу это улучшить тем, что я настроюсь на хороший результат и не буду стрессовать по поводу негатива. Подумайте об этом. Это же ваш выбор. Не я выбираю. Я рассказываю, что я вижу, а выбор, как я сказала в начале видео, все равно ваш. Я стараюсь находить ответы и помощь
а вы уже действуете дальше. Ну что, загадывайте желание. Надеюсь, желания уже загаданы. Тельцы, смотрим. Вас ждет счастливое будущее. Кстати, по императрице это тоже счастливое будущее. Значит, ваше желание обязательно исполнится. Главное, предвкушайте и не торопите события. Старайтесь не ждать сразу здесь, сейчас. Когда вы ждете, вы оттягиваете исполнение желания. Надо предвкушать, но не ждать. Или хотеть нехотя. Попробуйте. Девы, ищите знаки. Ищите знаки. Закрывайте ваши прошлые нерешенные гештальты и ищите знаки. У вас все открыто. Все перед вами. И Вселенная покажет вам знак, как исполнить ваше желание. Ваше желание тоже исполнится. Ну и Козероги, смотрим. На сегодняшний день вряд ли. Вряд ли, потому что незавершенные прошлые травмы не дают вам и установки из прошлого, плюс неправильная формулировка желания, наверное, не дают вам исполнить ваши желания, по крайней мере, сейчас. Ну, а на сегодня все. И я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ставьте лайк. Это ваша благодарность за мой труд. Я каждый день стараюсь выпускать видео для вас, которые полезны. Да, конечно, не каждому из вас, но вот видео меняются, и я стараюсь охватить все сферы жизни. Ну, а также буду благодарна, если будете делиться моими видео в соцсетях с родными, близкими, друзьями, чтобы я могла помочь большему количеству людей. Благодарю вас от всей души. Люблю вас, мои дорогие. Пока!